Приветствую вас, друзья! Мы с вами напишем городской пейзаж в рамках марафона «Акварельный интенсив». Перед вами референс, который я сфотографировала зимой в прекрасном городе с богатой историей Владимир. Это вид на колокольню Успенского собора. Слева вы видите на фото часть фасада здания присутственных мест. Сейчас там расположен музейный комплекс палаты. Этюд мы будем с вами выполнять в ограниченной палитре в технике а-ля прима по мокрому листу. И главная наша задача будет передать зимний влажный воздух, падающий снег, жемчужные переливы оттенков серого в пасмурный день. Словом, мы должны будем с вами написать легкую туманную сказку. Итак, какие материалы нам понадобятся для выполнения этого этюда? Бумага. Однозначно для этого сюжета надо брать 100% хлопок плотностью не менее 300 грамм на квадратный метр. Зернистость среднее зерно, но также для этого сюжета подойдет и торшон. Я буду работать на 100% хлопке Ханимюли Сезанн. Очень рекомендую данную бумагу в этой технике, потому как она дает прекрасную цветопередачу и очень красиво раскрывает тончайшие нюансы оттенков. Как обычно, у вас должна быть палитра, 2 емкости с водой, бумажные полотенца. Также нам сегодня понадобится пульверизатор. Планшет нам подойдет только тот, который не поглощает влагу. Это либо оргстекло, либо пластик, либо, как у меня, специальный планшет для мокрых техник. Кисти. Это флицы из козы. Заливочные кисти с ворсом Белка Микс. У меня и с французским креплением. Каллиграфическая китайская кисть. Плоская кисть, возможно, синтетика. Синтетическая кисть с острым кончиком для деталей. Шлепер с длинным ворсом кисть. И также еще, возможно, веерная кисточка. Нам пригодится тоже для работы. Под рукой также, конечно, должен быть карандаш чернографитный, HB, я предпочитаю мягкость, и клячка. Как я уже сказала, эту работу мы будем выполнять в ограниченной палитре. По сути дела, для написания этого сюжета нужно всего 3 пигмента. Но, тем не менее, я еще делаю подложку светлую, неаполитанской светло-желтой. У меня, обратите внимание, все бренд Невская палитра, ничего тут другого нет. Это монопигмент, пигмент Yellow 216. Далее я использую в этой работе очень красивую королевскую голубую от Невской палитры. Это пигмент Blue 29 в составе и пигмент White 6. То есть она белила содержащая. А пигмент Blue 29, если вы вспомните, то это ультрамарин. То есть, по сути дела, просто белила с ультрамарином. Но также еще, возможно, если у вас нет королевской голубой, заменить кобальтом синим от Невской палитры также. Кадмий оранжевый, пигмент Orange 20, ультрамарин, пигмент Blue 29, о котором я уже сказала, только в чистом виде, без белил. И, возможно, для каких-то темных, более плотных тонов нам пригодится умбра жженый. У меня тоже это монопигмент, пигмент Brown 7, Невская палитра. Я настоятельно рекомендую вам перед началом работы делать выкраски и смотреть, как цвета между собой смешиваются. Поскольку в этой работе мы используем противоположные на цветовом круге синий, оранжевый, здесь очень важно, чтобы ваш замес был нейтральным, таким жемчужно-серым. И в сочетании королевская голубая плюс кадмий оранжевый и кадмий оранжевый ультрамарин.
Вот смотрите, чтобы эта смесь не давала у вас зеленцу, это принципиально важно. Лучше всего использовать в работе именно те пигменты, индексы которых я сегодня перечислила. Также в этой работе нам пригодятся белила. Это может быть китайские белила Chinese White. У меня, например, это Van Gogh. Также можно использовать обычную гуашь, белила титановые. Перед началом любой работы я выполняю эскиз в карандаше, либо я это делаю углем. Для этого нам нужен небольшой альбом или просто лист любой, который не жалко для эскиза. И мы намечаем сначала композицию нашей будущей акварели. На что важно обратить внимание. Во-первых, у нас здесь будет важным положение линии горизонта. Линия горизонта – это линия, которая совпадает с уровнем зрения фотографа или художника. Да, вот мы стоим с вами, смотрим на вот этот сюжет в конкретном ракурсе, наши глаза находятся вот на линии горизонта. Как определить линию горизонта на референсе? Сейчас я покажу. Будут линии совпадать некоторые с линией горизонта, то есть они будут горизонтальными практически, да, стремиться к горизонту. Также, если нет какого-то рельефа, то, как правило, головы людей все находятся на линии горизонта. Ну, примерно, опять же, плюс-минус, потому что это имеется в виду среднестатистический рост, да, человека. Кто-то чуть выше, кто-то чуть ниже, дети там, да, значительно ниже. Но смысл такой. У нас вот линия горизонта примерно вот здесь вот проходит на нашем референсе. Я намечаю линию горизонта на своем листе примерно, опять же, на глаз здесь ниже середины листа, где-то ближе к нижней трети по вертикали. По горизонтали я также делю условно свой лист на 3 части, вспоминаю золотое сечение и намечаю ось колокольни нашей в правой треть листа. Выполняя рисунок впоследствии архитектуры силуэта колокольни, вот важно вот эту ось сохранить вертикальной, параллельной стороне листа, поэтому вот это вот расстояние проверяйте, чтобы случайно ось у нас не отклонилась, хотя, кстати, на фото не идеально, да, не идеальная вертикаль, мы в своей работе делаем идеальную, это важно, чтобы у нас тут не получилась пизанская колокольня. Также нам важно на референсе и потом уже в работе для себя определить точку схода. Точка схода – это точка, куда у нас будут приходить все линии параллельные, расположенные в ракурсе, в перспективе. И расположена эта точка на линии горизонта. Итак, как мы ее находим? Вот мы на референсе берем, допустим, направление нашего карниза. И у нас есть, второй карандаш возьму, и у нас есть вот линия горизонта, вот здесь. И вот на пересечении этой линии и линии горизонта у нас будет точка схода. Все линии параллельные вот карнизу, да, нашего здания, соответственно, вот цоколь, окна по фасаду, все членения, горизонтальные фасады все уходят вот таким вот веером как бы в точку схода. Надеюсь, понятно, да? Соответственно, вот у нас здесь граница здания снега идет в перспективу. Сугроб тоже можно направить в перспективу, чтобы он как-то не выглядел странно. Бордюр, вот эта вот правая часть, сторона аллеи, тоже параллельно фасаду здания и, соответственно, тоже идет в эту точку схода. Вот она, вот этот сугроб, все вот таким образом. Деревья, ну, понятно, они имеют разную высоту, но, по сути дела, тоже можно
где-то их направить в точку схода. Столбы фонарные однозначно, видите, да, вот они идут. Самый ближний к нам, самый высокий, и дальше с уменьшением высоты и расстоянием между этими столбами. Здесь уже видим мы перспективное сокращение. Чем дальше, тем расстояние становится меньше. Изображая колокольню, в общем-то, здесь не нужно как-то мудрить с перспективой. Я не стала бы вам сейчас вот говорить о том, что здесь линии на колокольне они имеют свою точку, свои точки схода, потому что колокольня у нас не в фронтальной перспективе, а в угловой, то есть она имеет две точки схода вот этих линий. Но это мы усложним наш урок и задачу текущую, поскольку у нас все равно будет такой размытый очень силуэт колокольни, и сейчас я не буду слишком долго заострять свое внимание на перспективе. Поэтому вы можете здесь просто вот по прямой как-то так изобразить легко и не вдаваться в детали перспективные. Плюс у нас этот ракурс, опять же, мы колокольню видим силуэтно издалека. И, в общем-то, вот эти перспективные сокращения, там какие-то нюансы, они с такого расстояния вполне могут не улавливаться. Так что главное, чтобы перспектива у вас читалась в фасаде здания слева, и, соответственно, чтобы тут тоже со столбами и направлением аллеи не получилось тоже как-то не в точку схода. Головы людей, как я уже сказала, располагаются примерно, да, тоже все на линии горизонта. Ставим их. После того, как мы с вами выполнили композиционную схему, определились с перспективой, точкой схода, линией горизонта, мы должны набросать тональный эскиз, тональную схему сделать, потому как это работа в ограниченной палитре, и здесь крайне важно точно определиться с тоном. Итак, что у нас будет в работе самым светлым? Вот прям первый тон белый, это чистая бумага. Обязательно в каждой работе я оставляю такие места не прокрашенной белой бумаги. У нас будет снег на козырьках, где-то выступающая часть сугробов снега, снег, который лежит на колокольне, на здании, тоже будет светлым. Небо в данной ситуации имеет легкий тон, чуть более плотный у нас тон будет иметь аллея и снег справа от аллеи. Колокольня более плотная по тону, чем небо, но не забываем, что у нас вдалеке, и здесь у нас работает воздушная перспектива. Воздух у нас имеет определенную плотность, и поэтому чем дальше расположен объект от зрителя, да, тем он больше погружается в туман. В данном случае колокольня у нас самый дальний объект в нашем этюде, поэтому она будет туманная. Фасад здания будет плотнее, чем колокольня, достаточно активный. Тон будет в тенях, там, где у нас тень от карниза, где откосы, вот, оконные проемы, там будет плотный тон, козырек, дверные проемы. И темный такой плотный тон у нас максимально насыщенный. Это деревья. Причем те деревья, которые дальше расположены, опять же, с учетом воздушной перспективы, будут полегче. Те, которые ближе, будут плотнее. Особенно к низу будет вот этот тон усиливаться, уплотняться. И у нас тональные будут акценты в виде человечков. Они тоже будут темные, активные по тону. Я надеюсь, что все понятно. Приступаем к рисунку.
Поскольку рисование архитектуры очень часто вызывает вопросы, я бы предложила тем, кто не совсем уверен в себе, да, и, допустим, вообще первый раз будет рисовать архитектуру, заранее взять небольшой альбом и там делать наброски колокольни Успенского собора во Владимире. Можно вообще весь Успенский собор. Посмотрите фотографии в разных ракурсах. И можно делать работы линером, например. Можно просто карандашом тренироваться. Для начала, если вы вообще как-то совсем не уверены в том, справитесь ли вы, берите кальку. И можно накладывать на референс кальку и просто пытаться обводить, чтобы почувствовать пропорции. При том, как вы будете рисовать архитектуру, очень важно, чтобы линия была живая, акцентировалась больше на узловых точках, основных пропорциональных членениях. Что касается определения как раз пропорций здания архитектуры, я это делаю на глаз, но если, опять же, вы не так часто рисуете архитектуру, могу посоветовать вам открывать референс, да, смотреть и мерить прям карандашом соотношение одних частей здания к другим. Допустим, вот сколько входит ширина барабана в высоту шпиля, вот условно, да, сколько одна часть в другую вписывается. То же самое мы можем определить высоту, примерно ширину объекта, то есть основные его пропорции проверять, вот так вот мерить. Какая еще распространенная бывает ошибка? Ну, я вот сказала, с перспективы можете не сильно здесь заморачиваться и вот эти вот линии направлять к линии горизонта. Не обязательно это делать, можно просто здесь прямую линию показать и угловые точки. Так вот, угловые точки, они должны на одной горизонтали располагаться, вот эти вот, не прыгать друг относительно друга, то есть не может быть так, что вот этот угол, допустим, выше, а этот куда-то ушел вот сюда низко. Они должны быть как бы симметрично относительно вертикальной оси у нас располагаться, так же как вот края эллипса, его больше диаметр. Пожалуйста, за этим смотрите.